Реал нацелился на трансфер суперзвезды за 175 миллионов евро. Мадридский Реал хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года. По информации испанских СМИ, мадридцы приложат максимум усилий, чтобы подписать английского вингера лондонского Арсенала Букайо Сака. Арсенал установил космический ценник на игрока. Канониры готовы его продать за 175 плюс миллионов евро. Трансфер англичанина в Реал станет более реалистичным после продажи Родриго, которым интересуются Манчестер Сити и Челси. ПСЖ не планирует отпускать Баркаля этим летом. Руководство ПСЖ и главный тренер команды Луис Энрике планируют, что левый полузащитник Брэдли Барколя останется в составе парижан на следующий сезон. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ПСЖ не намерен отпускать 22-летнего француза. Была информация об интересе Баварии к вингеру. Однако французы рассчитывают на игрока в новом сезоне. Футболист должен будет составить конкуренцию Хвича на левом фланге атаки. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Брайтон начал переговоры с Ливерпулем по трансферу игрока. Брайтон интересуется атакующим полузащитником Ливерпуля Харви Эллиотом, сообщает инсайдер Николас Кира. Отмечается, что Брайтон уже начал переговоры с мерсисайдцами насчет подписания игрока. Напомним, Эллиот выступает за Ливерпуль с июля 2019 года после трансфера из Фулхэма. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро. В этом сезоне Харви сыграл в 28 матчах за клуб и отличился 5 голами и 3 ассистами. Реал нацелился на немецкого нападающего. Немецкий нападающий Вест Хэма Никлас Фюлькруг привлекает внимание мадридского Реала, сообщает Фитчес. По информации источника, мадридский Грант ищет опытного нападающего, который не будет безоговорочно основным игроком. На эту роль в Мадриде рассматривают 32-летнего футболиста. Сам трансфер не должен стать слишком затратным для сливочных. В прошедшем сезоне Николас Фюлькруг провел 20 поединков на клубном уровне, в которых оформил 3 забитых мяча и 2 голевые передачи. Челси начал переговоры с ПСЖ о подписании нападающего. Нападающий ПСЖ Рандаль Коло Муани, который выступает на правах аренды за Ювентус, может перейти в Челси, сообщает Le Cupé. По данным источника, английский клуб начал переговоры с ПСЖ о его подписании этим летом. Челси хочет получить еще одного центрального нападающего, и Рандаль является одним из вариантов. Отмечается, что победитель Лиги конференций также заинтересован в форварде Юго Экитике из Айнтрахта. Коло Муани также пользуется спросом среди клубов серии А. Продление аренды со стороны французов для Ювентуса было предоставлено, чтобы 26-летний француз мог сыграть на клубном чемпионате мира. Однако Ювентус надеется договориться о еще одной платной аренде с опцией выкупа. Бавария нацелилась на звездного игрока лондонского Арсенала. Бавария проявляет интерес к вингеру Арсенала Габриэлу Мартинелли, сообщает инсайдер Кристиан Фальк. По данным источника, кандидатура 24-летнего бразильца обсуждается в мюнхенском клубе. Контракт Габриэля с Арсеналом рассчитан до 2027 года, с возможностью продления еще на 1 год. Также чемпионы Германии вновь включили в шорт-лист левого полузащитника Ливерпуля Коди Гакпо. Барселона приближается к подписанию 19-летнего вингера. Барселона продвигается вперед в переговорах по трансферу правого полузащитника Копенгагена Руни Бардаджи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сделка находится на завершающей стадии. Последние детали должны быть согласованы в ближайшие дни. 19-летний швед может присоединиться к каталонскому клубу с июля.
Бардак Джи в этом сезоне провел только 5 матчей без результативных действий, ведь большую часть времени восстанавливался от травмы. Отметим, что в Дании футболиста называют шведским Месси. 7 клубов потеряли шансы на выход в 1/8 финала клубного чемпионата мира после матчей второго тура турнира. По итогам второго тура турнира 7 команд потеряли шансы на выход в плей-офф клубного чемпионата мира. Этими командами стали Лос-Анджелес, Окленд-Сити, Урава Редс Даймондс, Видат, Ульсан HD, Аляйн, Пачука. Ни один из этих клубов не набрал зачетных очков в первых 2 матчах турнира. Поэтому даже в случае победы в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира они не смогут подняться выше 3-го места и выйти в следующий раунд. В то же время 4 клуба досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала, а именно Бавария, Фламенго, Ювентус и Манчестер Сити. Аль-Хилаль хочет переманить 2 звездных футболистов. Аль-Хилаль улучшил предложение нападающему Наполи Виктору Осимхену и левому защитнику Милана Тео Эрнандесу, сообщает инсайдер Николас Кира. Саудовский клуб уверен, что сможет подписать игроков и хочет сделать это в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что Аль-Хилаль договорился с Миланом и Наполи о трансферах Эрнандеса и Осимхена, но игроки отказались от перехода. Барселона открыла дверь перед звездой. Уругвайский защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо может сменить клуб летом, сообщает Фитчес. По информации источника, 26-летний футболист не является неприкасаемым в составе синегранатовых. На него был установлен ценник в размере 60 миллионов евро. При этом внутри клуба продолжается дискуссия о будущем игрока – оставить либо продать. Напомним, в прошедшем сезоне Рональд Араухо провел 25 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 голами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро. Суперзвезду Реала прооперируют в ближайшее время. Английский полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем сообщил, что в ближайшее время его ждет операция на плече. Боль уже не такая сильная, но я устал от постоянной фиксации. Через несколько дней после финала меня прооперируют. Пора дать плечу свободу. Напомним, несмотря на боль с этой травмой, англичанин играет еще с ноября 2023 года. Реал Мадрид недоволен многими моментами клубного чемпионата мира по футболу в США. Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем выразил обеспокоенность состоянием газонов в США, где в настоящее время продолжается клубный чемпионат мира. Качество полей не очень хорошее, для колен это тяжело, мяч не держится, не отскакивает, заявил Беллингем. По словам хавбека, такие условия влияют на качество игры и могут стать риском для здоровья игроков. Кроме того, в мадридском клубе недовольны и расизмом в отношении игроков Реала. Дело в том, что во время матча второго тура клубного чемпионата мира между мадридским Реалом и мексиканской Пачукой произошел инцидент, связанный с возможными расистскими криками в адрес защитника Антонио Рюдигера. Судье матча даже пришлось остановить поединок из-за этого инцидента. Учитывая эти факторы, а также спорное судейство в участиях матчей мадридцев, например, в первом туре против Аль-Хилаля, в Реале даже задумываются о том, чтобы сняться с чемпионата мира или же доиграть турнир вторым составом. Президент Галактикос Флорентино Перес особо не питает надежд на трофей в данном турнире. Его главная задача перед новым тренерским штабом мадридцев – это победа в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В то время как клубный чемпионат мира рассматривается как второстепенный турнир для подготовки к настоящим битвам в предстоящем сезоне. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.